Здравствуйте, товарищи! Сегодня 9 июля 2026 года. Местное время в городе Семей 20 часов 18 минут. Я записываю второй видеоролик на сегодняшний день. Он является продолжением предыдущего, поэтому, значит, если что-то будет непонятно, пожалуйста, в предыдущий видеоролик, там смотрите и все прочее. Тогда будет понятно все то, о чем я буду вам здесь рассказывать. Революционная ситуация в России созрела полностью. Все, как Владимир Ильич Ленин писал. Верхи не могут править по-старому, низы не хотят жить по-старому. Верхи не знают, как жить по-новому, а низы, в общем-то, тоже не знают, как жить по-новому. У каждого свои хотелки, хотелок много, ресурсов мало, мозгов совсем нету, поэтому, значит, что дальше будет, непонятно. Как говорил Ленин в октябре 2017 года, вчера рано, завтра поздно, Кремль надо брать сегодня. Кремль будем брать сегодня. Зимний дворец будем брать сегодня. Вот так я оцениваю сегодняшнюю ситуацию. Это мое личное мнение, с которым вы можете соглашаться или не соглашаться. Мне без разницы, как вы отнесетесь к этому видеоролику. Данный видеоролик есть мой ответ на комментарии и на вопросы, которые в своих комментариях задал блогер «Я свободен» под предыдущим моим видеороликом. Кстати, в предыдущем видеоролике я забыл сказать об одной очень важной детали. Вернее, там две детали. Согласно моим личным циклам жизненных состояний, этой осенью у меня должны произойти важные события в моей личной жизни. Эти события могут быть связаны с Россией, могут быть не связаны с Россией. Как там наверху распорядятся, мне неизвестно. Сам я ничего не делаю, я только выполняю указания, которые мне даются свыше. Вот сказали записать видеоролик, я записал. Сказали ответить блогеру «Я свободному» по кличке Федор Иванович. Я ему отвечаю, значит, Федору Ивановичу. Так вот, согласно моему 10-летнему циклу, у меня события должны произойти с сентября до ноября, до первой половины ноября. Это согласно 10-летнему циклу. Года на шестерку. Согласно 12-летнему циклу целей, у меня переломный момент должен наступить в конце августа, в начале сентября. В моей личной жизни. Будет это связано с Россией, не будет. Будет связано каким-то образом. Во всяком случае, у меня сейчас две тенденции. Одна почти фантастическая. Это то, что я стану юридическим царем России. Или пойду по этому пути уже конкретно однозначно. Юридический царь России. Но это фантастическая, на мой взгляд, версия, но тем не менее я ее учитываю. А вторая приземленная, более вероятная. Это я полностью перейду работать на американскую платформу. Американский Patreon, американский YouTube. Все условия для этого дозревают. Вот и все.
На американской платформе я буду рассказывать о методике жизни Байтерек. Буду рассказывать о циклах, о матрице, там, о том, о сём, пятом, десятом. Вот. То есть, вот в этот период, первое, в конце августа, в начале сентября, и самый крайний срок, это вот осень, я думаю, что должен закрыться вопрос с грядущим царем полностью, окончательно. Во всяком случае, я в разговорах с матрицей на этом настаиваю. Ну вот так. Возраст подпирает, дальше уже нет смысла. Ну а теперь, значит, Федору Ивановичу отвечаю на вопросы, связанные с бунтом, с русским бунтом, бессмысленным и беспощадным. Прежде чем говорить о возможных сценариях этого бунта, нужно коротко обрисовать ситуацию, ту революционную ситуацию, которая сложилась сегодня в России. Значит, первое, что я хочу сказать. Путин Владимир Владимирович, который сегодня является президентом Российской Федерации, на самом деле ничего не решает. Не суть важно, настоящий это Путин, не настоящий, где там настоящий, какой он и так далее. Я обладаю стопроцентными доказательствами того, что вот этот Путин, Владимир Владимирович, которого показывают по телевизору, которого называют президентом Российской Федерации, который ездит в другие государства, встречается с лидерами других государств, как президент Российской Федерации, вот этот Путин, Владимир Владимирович, ничего не решает, и у него нет права решающего голоса. Это ширма, петрушка, за спиной у которого стоят люди, которые управляют Российской Федерацией и которые пишут все репризы и все речи для Путина Владимира Владимировича. Вот так. Это мое мнение, основанное на совершенно, абсолютно для меня доказанных фактах. Путин Владимир Владимирович ничего не решает, решает кто-то. Кто эти люди, я не знаю. Да, можно обратиться к инсайдерам, ко всяким там знающим специалистам, которые рассказывают там, что в Кремле там сколько-то башен, спорят между собой о чем-то там, диктуют, что Путину говорить там и так далее. Но это все вот эти инсайдеры, которые специалисты, которые там то. У меня нет никаких доказательств, никакой информации по поводу того, кто именно управляет вот этим Путиным. Но то, что им управляют, для меня это абсолютно бесспорный факт. Итак, с Путиным я закончил. Далее. Теперь будем говорить о тех людях, которые управляют Россией. Довели Россию до самого уже не могу. То, что там, значит, в средствах массовой информации, официальные, значит, там рейтинговые агентства, российское статистическое управление, все отчеты, которые на публику выдаются, все это туфта. На самом деле Россия находится в тяжелейшем состоянии, в состоянии, которое уже граничит с ближайшим развалом, с полным крахом. И нужно срочно что-то делать. Бунт назрел. Вопрос в том, кто этот бунт возглавит. Ну, там, значит, этот Федор Иванович анализирует возможность, что смогу ли я возглавить бунт. Нет, Федор Иванович, вы правы. Я не смогу возглавить никакой бунт. Более того, я не собираюсь никакие бунты возглавлять. Это не мой путь. Быть бунтарем, быть предводителем у бунтарей, там, значит, нет, Федор Иванович, увольте меня,
никогда этот вопрос не поднимал. Да, меня обстоятельства заставляли об этом подумать, но я думал и сразу же отвергал. Бунт не для меня. Бунт это вот там. Те, кто хотят бунтовать, пусть бунтуют. Итак, теперь по поводу бунтов. Вся обозримая история текущей земной человеческой цивилизации нам показывает, что бунты против правителей бывают очень разные. Бывает, бунтует челядь, как там, народ бунтует. Бывает, народ бунтует. Бывает, солдаты бунтуют, армия бунтует. Бывает, бояре, придворные бунтуют. Бывает, кто-то еще там, приближенные к правителям, бунт поднимают. Понимаете? То есть бунт бунту рознь. Так вот, в настоящее время бунт в России созрел. Ну, как пел незабвенный Владимир Семенович Высоцкий в песне «Канальчикова дача», нам бунт там не хватало, что-то настоящих бунтов, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Да, бунт не состоялся, потому что нету вожака. Вот. Западные державы воюют с Россией, и они желают Россию уничтожить. Они всячески стараются поджечь бунт в России, но пока что им это не удается. Почему? Почему? Этот вопрос я анализировать не буду. Здесь я не являюсь авторитетом для тех, для кого записываю данный видеоролик. Для этих людей я не авторитет. Ну, все равно скажу, матрица управляет всеми событиями на Земле. Если матрице был бы нужен бунт челяди, народа, этот бунт уже был бы. Но, судя по всему, он не нужен. Теперь смотрим, значит, бунт среди тех, кто управляет сегодня Россией. То есть кто-то из них должен взбунтоваться и всех остальных прогнать и власть взять в свои руки. Дело в том, что этот человек, там есть такие люди, которые могли бы взять власть в свои руки. Но беда в том, что они не знают, что дальше делать. Понимаете, в чем дело? Не знают. В России было много бунтов, всяких разных. И чернь бунтовала, и придворные бунтовали, и солдаты бунтовали. Но в последнее время характер бунтов в России изменился. После смерти Иосифа Виссарионовича Сталина Маленков побыл, там подробности не знаю, как его сместили. Хрущев пришел к власти. Никиты Сергеевича сместили деликатно. Ему просто сказали: Никита Сергеевич, вам пора уйти. Кто-то там ему сказал. Он посмотрел на этих ребят, которые ему сказали, и согласился. Потом был Михаил Сергеевич Горбачев, который пытался сопротивляться. Ну, его закрыли там, значит, где-то на берегу Черного моря или в Крыму, там он где-то был, я не помню подробности, значит, то ли сам уехал, то ли как там получилось. В общем, короче, власть отдал. Но там повоевали немножко, да, повоевали, Белый дом штурмовали, то все 5-10 там. Вот. А потом пришло время убирать
Бориса Николаевича Ельцина. И вот тут те силы, которые, значит, руководили этим бунтом, это тоже был бунт против Бориса Николаевича. Тоже какие-то сильные ребята, крепкие, у которых есть какая-то сила, объяснили Борису Николаевичу Ельцину, что ему лучше уйти по добру, по здоровому. И на его место нужно поставить вот этого худенького, щупленького мужичка по имени Володя Путин. И Борис Николаевич, значит, долго не размышляя, потому что он знал, чем может кончиться его длительное размышление. Вот он быстренько согласился и Путина Володю назначил своим преемником. Как уж там складывались взаимоотношения у Путина Володи с теми людьми, которые его на этот пост поставили, я подробностей не знаю, но не знаю. Подозрение есть, что что-то там не складывалось, но не знаю. Так вот, сейчас, в настоящее время, все созрело для того, чтобы повторить вот этот сценарий 99-го года, когда в результате бунта силовых структур, силовиков, кто уж там был, не знаю подробности, произошла замена власти. Ельцин передал добровольно, чистосердечно и искренне передал власть Путину Владимиру Владимировичу. Вот точно такой же сценарий нужно сейчас проворачивать. Беда в том, что те люди, которые готовы этот сценарий провернуть, разыграть сейчас, они не знают, кого поставить во главе России. Понимаете, в чем дело? Вот беда-то какая. Кого поставить-то? Нету. Те люди, которые у них на примете есть, они просто не потянут. Система власти, которая сейчас в России сложилась, это беззубая власть, беззубая система власти. Это трясина, которая проглотит любого президента, который будет избран на эту должность. Эта трясина засосет и проглотит. И нету президента. И сколько президентов этому болоту не давай, это болото всех президентов проглотит. И даже косточки не выплюнет. Вот такая вот вещь. Поставить царя? А где взять? Где взять царя? Людей с царской родословной много, а толку-то от них? Ни рыба, ни мясо. Вот и все. А Бог России предложил царя. Предложил. Но он тоже не нравится. Понимаете, в чем дело? Этот царь тоже не нравится. А другого нету. А американцы, европейцы, все страны НАТО помогают Украине воевать. Американцы наводят дроны и ракеты, полностью обеспечивают навигацию дронов на объекты Российской Федерации. На сегодняшний день вся территория Российской Федерации до самого Омска простреливается с помощью американских спутников и дронов и ракет, которые собираются там в Америке, в Германии, где еще они там собираются. Россию решили завалить, кончить. И страны НАТО это делают успешно. И вот настало время бунта. Бунтари готовы, предводителя нету, вожака нету. Нет того человека,
которого бы они могли с полной уверенностью поставить во главе России. Причем это должен быть человек с абсолютной царской властью. Президента нельзя ставить. Президента, вот это болото, Совет Федерации, как ее там называют, Государственная Дума и все прочие структуры, включая всех этих олигархов недоделанных, они любого президента так проглотят и даже косточки не выплюнут, и не подавятся, и не поперхнутся. Это болото. Вся система власти в России – это сплошное болото, коррумпированное болото. Никакой президент ничего исправить не сможет. Исправить сможет только царь, который будет опираться вот на этих бунтарей. А этими бунтарями должны быть силовые структуры, у которых есть не только пистолеты и автоматы, у которых есть бронетранспортеры, танки, у которых есть сила власти и возможность арестовывать любого. И этими бунтовщиками должны быть, этой силой, на которых обопрется царь, должен быть компромат на любого, кто только вякнет против этого царя. На любого. Чтобы любого сразу же закрыть и расстрелять. Это силовые ведомства. Это прежде всего Федеральная служба безопасности. Это внешняя разведка. Это Федеральная служба охраны. Это Федеральная служба Российской гвардии. Вот те ведомства, на которые должен опираться этот царь. И эти ведомства должны ему будут присягнуть и не помышлять о том, чтобы пытаться этим царем командовать. Во всяком случае, если Бог распорядится так, что вот эти бунтари предложат мне стать царем России, то они должны знать, что я с ними договор заключать не буду. Я не потерплю, если кто-то из них попытается мною манипулировать или командовать. Командовать буду я сам. Я буду советоваться со своими подчиненными. Я буду очень много советоваться. По очень разным вопросам буду советоваться. Но окончательное решение я буду принимать сам. И мое окончательное решение никто не будет иметь права обсуждать. Его нужно будет выполнять. И выполнять бегом. Бегом. Вот так, ребята. Вот такая революционная ситуация сегодня в России. Если среди российских спецслужб не найдется бунтарей, которые согласятся поднять бунт и сместить действующее руководство России, я не называю правительство, я говорю действующее руководство, то есть это теневые руководители, которые управляют страной через вот этого Петрушку Путина Владимира Владимировича. Если они не сменят власть сами, то тогда будет всенародный русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Это матрица сделает. Я не знаю, где будет бунт такой, или в армии, или на гражданке. Я не знаю, где этот бунт будет, но матрица обеспечит. И сроки она уже, в общем-то, назвала. Я не знаю, что это за сроки, но она назвала сроки. И я эти сроки озвучил. Первый срок 19 июля, второй срок 1 сентября этого года. Вчера было рано, завтра будет поздно. Кремль нужно брать сегодня. Так сказал Владимир Ильич Ленин в 2017 году. Итак, Федор Иванович, уважаемый, я, как мне кажется, ответил на все ваши вопросы.
Если у вас есть еще ко мне вопросы, я с удовольствием вам на них отвечу. А пока я заканчиваю запись данного видеоролика. Останавливаю запись.